армяно-иранские военные учения, демонстрация сдерживания и политического выбора Еревана. В начале апреля 2025 года в Сюникской области Армении прошли первые в истории армяно-иранские учения, ставшие знаковым событием в региональной политике. Несмотря на ограниченный масштаб и официальную формулировку как антитеррористических маневров, это событие имеет гораздо более широкий политический и стратегический контекст. Его значение выходит далеко за рамки обычной военной координации. Эти учения стали своего рода ответом на трансформации, происходящие на Южном Кавказе, и продемонстрировали сближение двух стран, обеспокоенных растущими вызовами. Министр обороны Армении Сурен Папикян прямо заявил, что его страна имеет полное право на партнерство и с Францией, и с Ираном. Он отметил, что обе стороны с уважением относятся к выбору Армении, демонстрируя тем самым стремление Еревана выстраивать свою политику в сфере обороны, ориентируясь на приоритеты собственной безопасности. Это заявление прозвучало в момент, когда Армения ищет альтернативы прежним союзникам, чья поддержка оказалась ненадежной. Учения в Сюнике, проведенные 9-10 апреля, не включали пересечения границ или смешанных формирований. Военные подразделения Армении и корпуса стражей Исламской революции Ирана действовали на своих территориях, что свидетельствует о сдержанном подходе сторон и желании избежать провокаций. Однако, несмотря на эту ограниченность, учения имеют ярко выраженный символический смысл. Они обозначают начало нового этапа в армяно-иранских отношениях. Этапа, когда политическая солидарность начинает приобретать практическое измерение. Иранские официальные лица неоднократно подчеркивали, что граница с Арменией является красной линией, за которой скрывается не только территориальный, но и геополитический интерес. В Тегеране открыто заявляют, Иран не допустит изменения существующих границ в регионе. Особенно это актуально на фоне инициатив Азербайджана, продвигающего идею так называемого Зангезурского коридора, который, по мнению многих в Армении, несет в себе угрозу территориальной целостности страны. Контраст с военными учениями Ирана и Азербайджана, которые состоялись в 2024 году, также бросается в глаза. В тех маневрах наблюдалась реальная совместная координация, включая обмен офицерами и планирование операций. В случае же с Арменией взаимодействие ограничилось параллельными действиями. Тем не менее, символическая значимость армяно-иранских учений, вероятно, даже выше. Они демонстрируют политическую волю к сближению на фоне ухудшения безопасности в регионе. После событий 2020 и 2023 годов ситуация для Армении резко изменилась. Потеря контроля над Нагорным Карабахом, массовый исход армянского населения и уход российского миротворческого контингента привели к резкому ухудшению условий для обеспечения безопасности. При этом роль России, долгое время воспринимавшейся как гаранта стабильности, фактически сошла на нет. Армения столкнулась с ситуацией, в которой необходимо пересматривать систему внешнеполитических приоритетов. В этом контексте появление новых партнерств с Францией, Индией и Ираном стало вынужденной, но необходимой альтернативой. При этом Ереван четко показывает, сближение с Тегераном не означает отказ от сотрудничества с Западом. Власти Армении подчеркивают, что не участвуют в антиизраильской или антиамериканской риторике, не заключают оборонных союзов с Ираном и не размещают на своей территории иностранных военных баз. Это позволяет сохранять гибкость и избегать жесткой привязки к какому-либо блоку. Тем не менее, Иран остается единственным из региональных акторов, кто на практике демонстрирует готовность поддержать Армению. В 2022 и 2023 годах Тегеран не раз перебрасывал войска к границе с Арменией в ответ на напряженность в Сюнике. Кроме того, Иран предлагает экономическую альтернативу в условиях блокады. Растет товарооборот, налаживаются транспортные маршруты, обсуждаются проекты энергетического сотрудничества. Цель довести товарооборот до $1 миллиарда в год вполне реальна, учитывая текущую динамику. Участие в совместных учениях – это продолжение курса на укрепление регионального сдерживания. Сигнал адресован не только Баку и Анкаре, но и всем внешним игрокам.
Армения не останется в одиночестве, даже если ее традиционные союзники сохраняют нейтралитет. Конечно, сотрудничество с Ираном сопряжено с определенными рисками. Тегеран находится в противостоянии с рядом западных стран, включая Соединенные Штаты Америки и Израиль. Однако для Армении вопрос стоит иначе. В условиях, когда выбор между хорошими и плохими партнерами невозможен, приходится делать ставку на тех, кто реально готов поддержать в трудную минуту. И в этом смысле Иран становится союзником по необходимости. С учетом ограниченности альтернатив, подобные шаги представляют собой не столько идеологический, сколько прагматичный выбор. Армения ищет способы выживания в условиях враждебного окружения. При этом она стремится не оттолкнуть западных партнеров, с которыми продолжается сотрудничество в гуманитарной, технологической и политической сферах. Важно понимать, что речь не идет о формировании антивестернского альянса. Армения, наоборот, старается сохранить возможность для диалога со всеми, кто может быть полезен для ее безопасности и развития. Сотрудничество с Ираном – это один из инструментов в рамках более широкой стратегии адаптации к новой реальности. Эти учения в Сюнике – символ. Они показывают, что Армения не намерена пассивно наблюдать за изменениями в регионе. Она готова к активным действиям, к выстраиванию новых альянсов, пусть даже и временных, но способных укрепить ее позиции. Региональная политика становится все более сложной. Армения находится в положении, когда каждое решение может иметь долгосрочные последствия. Однако текущие шаги Еревана отражают стремление не допустить стратегической изоляции, а напротив, использовать новые возможности для обеспечения безопасности и устойчивости. Таким образом, армяно-иранские учения – это не просто эпизод военного взаимодействия. Это часть большой картины, в которой Армения пытается выстроить свое будущее, не оглядываясь только на прошлое. В этой стратегии каждое действие имеет значение, и выбор партнеров становится вопросом выживания. Пока Запад продолжает истощать свои военные ресурсы, а Россия сосредоточена на собственной войне, это открывает возможности для других стран искать новые источники вооружений. В этой ситуации Индия активно наращивает свои позиции на международной арене. Производственные мощности индийского военно-промышленного комплекса увеличились на 62% с 2020 года и сейчас составляют почти $15 миллиардов. Индия активно продвигает свои военные системы в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. В рамках расширения своего военного присутствия Индия планирует до марта 2026 года направить не менее 20 новых военных атташе в свои посольства за рубежом. Среди стран, где они будут работать, это Алжир, Марокко, Гаяна, Танзания, Аргентина, Эфиопия и Камбоджа. Индия рассматривает эти регионы как ключевые для дальнейшего расширения экспорта вооружений. Одним из ярких примеров успешной стратегии Индии является армянский кейс. В 2023 году Индия назначила первого военного атташе в Ереване, что стало символом расширения военного сотрудничества между двумя странами. Это решение ознаменовало собой конец российской монополии на поставки вооружений Армении, которая, в свою очередь, начала искать другие пути обеспечения своей безопасности. Индия успешно заняла стратегическую нишу, обеспечив Армению современными системами вооружений, такими как зенитно-ракетный комплекс «Акаш», реактивные системы залпового огня «Пинака», противотанковые ракетные комплексы, контрбатарейные радиолокационные станции, гаубицы и боеприпасы. По данным СИПРИ, с 2022 по 2024 годы 43% импорта вооружений Армении приходится на Индию, в отличие от нулевого показателя еще 5 лет назад. Индия таким образом не просто становится поставщиком, но и новым важным военно-политическим партнером Армении, особенно в контексте ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. Этот шаг также является частью широкой стратегии Индии по укреплению своего влияния в зонах, где раньше доминировала Россия. Важной частью этой стратегии является активное использование Государственного банка «Иксам», который в 2023
2024 финансовом году предоставил кредитный портфель на сумму 18 миллиардов 320 миллионов долларов. Через этот банк Индия предлагает гибкие условия для финансирования экспортных поставок вооружений, включая льготные кредиты, обучение специалистов и совместные проекты. Кроме того, индийская военная продукция оказывается заметно дешевле западной. Например, 155-миллиметровый снаряд стоит от $300, а гаубица – $3 миллиона. Эти конкурентоспособные цены становятся дополнительным стимулом для стран, ищущих новые источники вооружений, в том числе Армению. Оставьте ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных и актуальных новостей мира и нашего региона.